Вот купили в магазине новые цветы. Вот такие вот красавцы. Просто замечательные. Но на них могут быть совершенно жуткие, страшные пассажиры. Потрясающе, но сразу на этом растении попалась вот эта муха. Вот эта муха попалась сразу на этом растении. То есть вот оно, растение из магазина, и на нем сразу вот эти мухи. Подождите радоваться и тащить растения домой, пока какая-нибудь такая муха не перевернула весь ваш мир вверх тормашками. Поэтому сначала обработаем наши растения. Мне нравится очень вот это средство Complete Insecticide Control. В нем действующие вещества – это имидоклоприд и бета-цифлутрин. Добавляем 15 миллилитров на 1 галлон воды. Вообще-то, конечно, когда вы добавляете инсектициды, нужно добавить не меньше, а больше. Вообще малые концентрации инсектицида не добьют этих мух, а вызовут только у них привыкание и всякие устойчивые породы этих мух мы выведем. И поливаем мы очень верхний слой тщательно, чтобы весь верхний слой промок, потому что эти мухи живут в основном в верхнем слое земли. Вот так вот как бы ждем, когда сверху впитается как следует вода, наш раствор инсектицида, чтобы каждой мухе досталось по оплеухе. Теперь опрыскиваем наши растения сверху. Берем Бакклер производства Орта, действующие вещества бифентрин и зетациферметрин. Опрыскиваем тщательно сверху и снизу наши листочки, чтобы не осталось ни одного сухого пятнышка. Прямо получается у нас дождевание наших растений. Нам очень вообще повезло, что мы заметили мух на красивых светлых листочках филодендрона. На зеленых или на варигатных листьях очень трудно заметить вредителей, но они есть, и чтобы никто из них не ушел, не пришел к нам домой, надо как следует обрызгать. Вот эти вот пшикалки, конечно, когда ее переворачиваешь, то хуже течет вода, но бывают, продаются такие, которые можно пшикать, и они могут работать вверх ногами. Можно посмотреть на всяких онлайн-ресурсах, магазинах, это можно найти. И очень тщательно, красивые, замечательные наши цветочки прекрасно смочены, и ни одна мушка не пролетит. Вот мы обработали наши растения, и теперь можем их пересадить. Подобрали новые красивые горшочки. Диаметр новых горшков должен быть где-то больше сантиметров на 5, но не более того. Теперь готовим землю. Берем землю, которая осталась от других растений, и просеиваем ее. Вот это сито просто замечательное, оно очень помогает. Ссыпается совершенно ровная, пушистая такая земля. А мы собираем вот эти вот всех корешочки, вот этот органический материал, так сказать, органический остаток, и выкидываем его, чтобы он не оставался в земле, не гнил, не распространял никакие болезни. А земля получается у нас просто прекрасная, пух и дух. Теперь добавляем песочек для того, чтобы разрыхлить эту почву, которая у нас получается сейчас. Это речной обыкновенный песочек. И добавляем манюры. Манюры – это навоз, но здесь он совершенно другой.
Это совершенно не пахнущий, невероятно перепревший, замечательный навоз. Просто он выглядит, продается в мешках, называется манюры, но это просто прекрасная, черная, замечательная земля. Немножечко добавляем ее, не сильно много, чтобы утяжелить эту почву, а чуть-чуть, чтобы утяжелить эту землю. Теперь добавляем перлит. Перлит просто мой любимый материал. Это на самом деле вулканическое стекло, которое нагревается, и оно получается как попкорн, такие получаются маленькие, очень легкие камешки с воздушными полостями внутри. Это замечательный материал, у него нейтральная pH, он совершенно стерилен, добавляет легкость, воздушность почве, считается просто замечательным материалом для выращивания семян, предотвращает вымокание земли, гниение корней, просто прекрасный материал. Потом добавляем севин, это инсект-киллер, инсектицид. Вот такой вот порошочек на глаз, как бы насыпаем не очень много, но основные вредители у нас, конечно, насекомые, и у нас получается такой вот долго играющий праздник для насекомых в нашей земле. То есть долго никто не тронет корешочки наших растений, которые мы пересадим. Действующее вещество в севине – это бифентрин. Вот сидит сюда, вот он тоже пересаживает. Теперь берем наш горшочек и кладем в него дренаж. Это керамзит, вспененная глина. Здесь называется это лека, Lightweight Expanded Clay Aggregate. Это тоже прекрасный материал, это прекрасный дренаж, он также может накапливать воду, когда нужно корням. Замечательный материал тоже. Добавляем немножко земли, и теперь мы добавляем удобрения. Медленного растворения удобрения осмокот. Добавляем всего лишь пригоршню этого удобрения. Обратите внимание, что добавляем его в середину горшка, не в верхний слой, не в нижний слой, а в середину горшка и немножечко размешиваем, и готов горшочек с землей для посадки. Берем наше прекрасное растение и теперь пытаемся его поставить в этом горшочке. Вот так вот покрутить, подвигать, чтобы... Но, видите, мы его совершенно не вынули еще из его горшка, в котором купили. И пытаемся сделать такую вот ямку, такую выемку, в которой он будет расти. Обратите внимание, вровень должен быть край нового горшка и старого горшка. И вот смотрите, мы вынули, и получилась такая замечательная ямочка. Здесь готовая для посадки. Ой, какие корни у этого замечательного потаса. Ой, какие, конечно, ему нужен новый горшок. Такое прекрасное, замечательное растение. Сейчас засыпем его землей. Вот мы поставили, он прямо идеально вошел в эту ямку. То есть мы не травмировали его, никакого воздушного пространства не осталось под ним, он не провалится никуда, прекрасно встал ровненько на свое место. Теперь засыпаем его землей и нежно утрамбовываем эту землю вокруг него. Вот нежно обнимаем наше растение. Просто заботливо и нежно. Вот какой прекрасный получился. Это растение называется Pothos Pearl and Jade.
Вот такой вот замечательный горшочек у нас получился. И мы готовы теперь его полить. Поливаем мы наши растения янтарной кислотой. По-английски это succinic acid, очень легко купить в интернете. Добавляем 3 грамма. Ну, много раз уже отмеряли, это на самом деле на кончике ножа. Так, вот, достаточно много, на кончике ножа приблизительно. Здесь ничего страшного, если чуть-чуть больше или чуть меньше, и это на 1 галлон. Янтарная кислота – это прекрасное совершенно средство, она стимулирует развитие хороших бактерий, микроорганизмов в почве, стимулирует рост корней, всасывание питательных веществ и таким образом увеличивает устойчивость растений к стрессу. А наши растения сейчас, конечно, переживают стресс, потому что мы их пересадили, они поменяли среду обитания, совершенно, у нас влажность, там температура немножко другая дома и так далее. И чтобы уменьшить этот стресс, мы поливаем их янтарной кислотой. И поливаем так без фанатизма, немножечко сверху, чтобы их не залить, чтобы им было хорошо. Хорошего вам садоводства!